Друзья, приветствую всех. Это «Система». Как обычно, подводим итоги недели, проанализируем события, заявления, которые были в медийном поле, но и те, которые остались, конечно, за кадром. Ну и, конечно же, поговорим о прогнозах и трендах, какие события впереди и чего ждать в обозримом будущем. Сделаем мы сегодня это вместе с известным политологом, директором фонда «Украинская политика» Константином Бондаренко. Константин, приветствую. Давай начнем с поездки Зеленского в Польшу. Он получил из рук Дуды высшую награду орден Белого Орла, заявил, что между странами не будет никаких границ, ни экономических, ни политических, ни исторических, ну и так далее. Если все это вот как бы убрать в сторону, в хорошем смысле, что осталось за кадром? За кадром осталось то, зачем он ездил. То есть, понятное дело, что в условиях войны, в условиях военного времени, в условиях, когда необходимо преодолеть почти 1000 километров не на самолете, а на автомобиле, едут не для того, чтобы получить орден Белого Орла, не для того, чтобы сделать определенное заявление, а, очевидно, там звучали определенные договоренности или же, скорее всего, консультации относительно, скорее всего, предстоящего контрнаступления. То есть в данной ситуации Зеленский приехал с конкретной практической целью говорить о ситуации на фронтах, говорить о положении в вооруженных силах Украины, а также говорить, очевидно, о возможностях и целесообразности контрнаступления в той или иной части. Понятное дело, что такие вещи обсуждаются не по телефону, обсуждаются не по линиям закрытой связи, тем более мы неоднократно наблюдали, что закрытая связь является достаточно открытой на самом деле, а обсуждаются тет-а-тет. Он обсуждал это с Дудой? То есть нет, очевидно нет. Очевидно, что даже сама делегация, люди, которые входили в делегацию, сам подбор людей, он показывал, что на самом деле эти люди обсуждали, скорее всего, с представителями НАТО, с представителями военного ведомства. И, кроме всего прочего, еще один аспект, который мог быть обсуждаем, это то, что на протяжении длительного времени речь идет о возможности в перспективе создать конфедерацию между Украиной и Польшей. Возрождение некой Речи Посполитой 21 века, Речь Посполитая 2.0, скажем, или 3.0. Дело в том, что об этом уже говорят почти в открытую целый ряд чиновников, об этом уже и в Польше. И эта тема, наверное, будет в ближайшие годы достаточно активно обсуждаться. Само заявление Зеленского о том, что между нами не будет никаких границ, ни экономических, ни политических, ни исторических, оно уже как бы намекает на то, что вполне возможно между нами будет некая форма союза, которая будет напоминать конфедерацию, конфедеративные отношения. Но это, естественно, не задача одного года, это не задача 2023 или 2024 года, и даже не 2025. 24-25 годы пройдут под знаком президентских выборов и у нас, и в Польше. А скорее всего на вторую половину 20-х годов будет выпадать именно этот процесс. Смотри, получается, что на сегодняшний день Польша является, наверное, если не ошибусь, одним из самых больших доноров Украины в технике. Понятно, несопоставимо со США, но, по-моему, они отдали все, что у них было. Это касательно и танков, я знаю, большое количество, и самолеты они передают, сейчас МиГ-29 и так далее. Кстати, я приведу цитату, как сказал Зеленский: если Украина падет, Россия не остановится и пойдет дальше. Это ведь на самом деле не намек, а жесткая правда. Я думаю, поляки прекрасно... Я думаю, что вряд ли Россия пойдет дальше, поскольку Россия... Пошла бы, если бы блицкриг удался. Нет, я думаю, что вряд ли они бы пошли бы, если бы был блицкриг даже. Они бы остановились на границе, поскольку Польша является членом НАТО. 5-й пункт Вашингтонского соглашения 1949 года гласит, что агрессия против одного из членов НАТО является агрессией против всего блока. И понятное дело, что Россия столкнулась бы тогда со всей машиной НАТО. По этому поводу, помнишь, ходил анекдот по поводу того, как быстро будут исключать страны из НАТО в случае... Очень сложно исключить страны. Это шутка. Но я о другом хотел сказать, что да, безусловно, возможно, не пошли бы, но согласись, что пребывая на границе, то есть совершенно другая атмосфера была бы в самой Польше. Конечно. И вот тут важный вопрос, насколько дальше готова сейчас идти Польша именно в помощи Украине. Я думаю, что это, наверное, будет самая, последняя из уставших, в кавычках, стран Европы по отношению к Украине. Ну, во-первых, Польша является главным
главным государством, сателлитом Соединенных Штатов и Великобритании в Восточной Европе. Это государство, которое проводит политику Вашингтона и Лондона относительно остальной части европейских государств, не только Восточной Европы, но и Западной. Фактор дестабилизации в Европейском Союзе, фактор раздражения на Востоке, то, что касается России и так далее. И понятное дело, что по этой причине Польша является главным помощником Украины. Второй момент. Польша передала Украине огромное количество оружия и как посредник, условно говоря, некоторые западные страны, которые не имеют права там торговать с Украиной по определенным обстоятельствам, да, они фактически по схеме через посредничество Польши передавали оружие еще начиная с марта-апреля прошлого года. Но Польша передала нам большое количество старого вооружения, взамен которого получила новое вооружение. И эта схема тоже является интересной, потому что в прошлом году Польша получила и от Соединенных Штатов, и закупила в Южной Корее, и в Канаде, и в прочих государствах целый ряд оружия. По сути, они же собираются делать, если не ошибаюсь, самую большую армию фактически, да, в Европе. Да, фактически да, так и есть. Это второй аспект. Третий аспект. При власти в Польше находится правопопулистская партия «Закон и справедливость», ПиS, которая фактически использует и в значительной степени антироссийскую риторику, антикитайскую даже риторику использует, прозападную риторику и националистическую, националистическую в положительном плане риторику внутри Польши. И понятное дело, что в данной ситуации Украина является тем фактором, который помогает той же партии ПиS удерживаться не просто на плаву, несмотря на целый ряд конфликтов, скандалов и прочего, но и демонстрировать достаточно высокие рейтинги. И чем больше Украина будет завязана, или же Польша будет завязана в украинскую тематику, тем больше шансов, что ПиS на осенних выборах этого года получит снова мандат доверия и снова сможет формировать правительство и руководить Польшей в ближайшие годы. Давай посмотрим на Беларусь. У батьки появилось ядерное оружие, которое он долго хотел. И сейчас вокруг этого ядерного оружия огромное количество разных кривотолков, версий. То есть ряд экспертов, понятно, там пропагандистско-российского направления уже обещают осенью какие-то удары там по Прибалтике, Польше и так далее. Ряд говорит о том, что действительно в этом есть смысл. И Россия усиливает этот ядерный шантаж, ставя ракеты ближе к границам Польши и Прибалтики. Как ты считаешь, насколько велика угроза? Или опять-таки это просто обычный шантаж, который ведет Россия? Начнем с того, что у батьки не появились ядерное оружие. Оно появилось на территории Беларуси, но оно не является... Он не имеет права управлять. В том-то и дело. Управление этими... Да, именно у России. Это будут российские военные базы, это будет российское оружие на территории Беларуси. Фактически Россия действует зеркально тому, как действуют Соединенные Штаты, которые размещают свое оружие в Европе. И понятное дело, что таким образом подталкивают друг друга к некоему абсолютному абсурду, который, так можно это характеризовать, то, что происходит сегодня. Дело в том, что ударить с Беларуси по Литве, Латвии, Польше и так далее, это чревато для самой Беларуси, фактически. Бить ядерным оружием по соседям, это то же самое, что стрелять себе в ногу. Они же говорят о тактическом. Конечно, все равно, даже если это тактическое ядерное оружие, все равно уровень радиации и прочие моменты, которые сопутствуют ядерному взрыву, они распространяются в том числе и на сопредельные территории, с которых осуществлялся ядерный удар. Поэтому, по большому счету, это тоже скорее элемент шантажа, запугивания, элемент противостояния, но вряд ли это элемент именно грядущей войны, реального грядущего противостояния. Ядерное оружие вспоминалось вот сейчас во время визита Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай, и одним из пунктов позитивных, потому что там позитивных на самом деле не очень-то и много, называлось, что ядерное оружие как бы выводят за скобки этого военного конфликта, войны по-нашему. И якобы это идет в обмен на Крым. То есть еще точно так же Крым выводят за скобки этого уравнения. Ты веришь в эту версию? Потому что очень много было вот за последние дни сообщений по этому поводу. Там президент Бразилии: отдайте Крым. Наш, соответственно, МИД, реакция туда же. Потом Белый дом устами различных чиновников о том, что украинцы сами определят, условно говоря, до каких границ им двигаться и так далее. Вокруг чего это все? Что касается ядерного оружия, очевидно, что договоренности по ядерному оружию должны
должны вестись в первую очередь между ядерными тяжеловесами, такими как Соединенные Штаты и Российская Федерация, которые должны снова сесть за стол переговоров и снова подписать новый, четвертый уже договор о стратегических вооружениях. И, соответственно, главная проблема в подписании этого договора была в том, что стороны не раз намекали уже, что должны и остальные страны, которые владеют ядерным оружием, присоединиться к этому же договору об оружии. То есть то, что Китай и Франция, как еще два члена этого ядерного клуба, заявили о том, что они якобы готовы к рассмотрению этого вопроса, это уже положительный момент. Остается Великобритания. Германия, в принципе, Урсула фон дер Ляйен, она представляла уже Евросоюз в целом, на территории которого находятся американские ядерные боеголовки. Она тоже, в принципе, высказалась за то, что необходимы новые договорные отношения. И, соответственно, будет ли это обмен на Крым? Ну, я думаю, что в данной ситуации необходимо было бы спросить и Украина. Вот, что Украина думает по этому поводу. Ну, по сути, представители Белого дома так и сказали. Именно. Поэтому я думаю, что без Украины такие решения, когда Украину поставят перед фактом, что мы тут посовещались и решили, что вы должны отказаться от Крыма, но это не совсем будет правильно в данной ситуации. Мягко говоря. Там же в Китае достаточно разные были заявления и разные оценки вот этого визита Макрона, Урсулы фон дер Ляйен. Ну, как по мне, Макрон действительно, может быть, хотел очень многого добиться этим визитом, может быть, в какой-то степени потушить внутриполитическую ситуацию у себя. Но вот не знаю, получилось или нет, как ты считаешь, я вот приведу несколько цитат. То есть на совместном заявлении там и Макрон, и Сі договорились наполегливо працювати, да, чтобы ускорить там окончание войны и добиться начала переговоров. То есть вопрос, насколько это правдоподобно. И тут же второе заявление. Макрон заявлял о том, что я знаю, что могу рассчитывать на Китай, чтобы помочь России вести себя разумно и вернуться за стол переговоров. Ну, такое. И ему уже отвечает не фактически устами МИД КНР, заявили, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос. Ну, так, мягко говоря, послали. Как ты оцениваешь визит Макрона? Насколько вот он мог вообще что-то решить? И что в данном случае, ну, что он показал? Ну, на самом деле, начнем с того, что Франция за последнее время, за время каденции Макрона, перестала быть мировым тяжеловесом в международной политике. Да, фактически субъектом. Она потеряла остатки субъектности, она теряла их во времена Олланда, она теряла их во времена Саркози. Ну, и последние годы это еще больше усугубили положение Франции. Она потеряла свои позиции и в Индийском океане, и в Африке, и я уже не говорю про Европу и Ближний Восток. Теперь Макрон как бы пытается наверстать упущенное, и его визит, он именно служил тому, чтобы показать, что мы можем договориться с Китаем. Пока не договорились. Пока что есть только внешние договоренности экономического характера, но не политического, не геополитического характера. Второй момент – это то, что Китай исходит из того, что все-таки главным виновником ситуации вокруг Украины, и Китай неоднократно это подчеркивал, является не Российская Федерация, а Запад. И в этом противостоянии между Китаем и Западом другого, в принципе, невозможно было от Китая ожидать. И Макрону не удалось переубедить, судя по заявлению Министерства иностранных дел Китая, переубедить не удалось. Третий момент. Китай сам подготовил свой вариант мирного договора или же условий для мирного договора, который не принят Украиной, который не принят Западом. И, судя по всему, это опять же была такая попытка все-таки каким-то образом найти компромисс между планом Зеленского и планом Си Цзиньпина. Понятное дело, что этого тоже не произошло, иначе были бы другие заявления со стороны Макрона и со стороны Китая. Пока что мы имеем в сухом остатке то, что Макрон попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина, а Си Цзиньпин сказал, что мяч на стороне Запада. То есть фактически ничем не завершился. Хочу спросить про украинскую вот эти два плана, но прежде давай про экономику. Там было принято решение на фоне других всех переговоров экономическое о, по-моему, строительстве линий, да, еще одной Airbus. То есть Китай фактически отказался закупать, то есть строит еще одну линию, понятно, рабочие места обеспечивает и так далее, и так далее. Насколько сегодня, как ты считаешь, критично важный для Китая фактор – это рынок Европейского Союза? Я напомню, что, по-моему, в 2020 году товарооборот был в районе триллиона, это, по-моему, даже было больше, чем у Соединенных Штатов. Вот на какие компромиссы сегодня готов Си именно с точки зрения того, чтобы получить европейский рынок, ну или остаться на нем? Си всячески демонстрирует
продемонстрировала, что мы можем развивать отношения с Европейским Союзом, а можем и не развивать. В принципе, это вам нужнее наши товары. Таким образом ставит вопрос Китай. Он чудесно понимает, что может даже и обратиться тот же Европейский Союз, та же Франция, могут обратиться, например, за теми же товарами в другие государства, но они будут дороже. Удорожение хотя бы на 1 цент там, на стоимости одного гвоздя, вот, условно, удорожает строительство в сотни тысяч долларов сразу же. Понятное дело, это бьет по экономике многих государств, и поэтому Европа заинтересована в том, чтобы торговать с Китаем. А у Китая целый ряд сейчас условий. В том числе они уже неоднократно намекали на том, что они хотели бы рассматривать в качестве такого экономического хаба, в котором должны подписываться все соглашения, Беларусь. Поэтому снимайте с нас санкции, которые были введены в последнее время против Китая, снимайте с Беларуси и начинаем торговать. Иначе мы пока никуда не спешим. У нас 5000 лет истории позади, у нас 5000 лет истории впереди. Мы никуда не спешим. Макрон с Урсулой, они поехали фактически после визита Си в Москву, от которого много ждали, ну, все по-разному, но мы, наверное, ждали этот звонок, так званый, от главы КНР Зеленскому. Этот звонок не состоялся. И тут вот вопрос реакции Си Цзиньпина. Устами Урсулы фон дер Ляйен якобы была озвучена эта просьба, он сказал, пока не время. Ну, это на дипломатическом языке, да, на бытовом это достаточно грубо звучит. Да. В чем проблема? То есть Си обиделся или, условно говоря, он действительно понимает, что пока не время. Ведь в ряде СМИ прошла информация о том, что после Москвы Си собирался в одну или ряд европейских стран, где могла быть встреча с Зеленским. Могла быть? Вот что могло там быть? Могла быть встреча, но дело в том, что... Зеленским. Но дело в том, что я не буду утверждать, что это так, но по моей информации украинский МИД передал Китаю, что мы согласны только в том случае, если рассматривается во время этой встречи будет только один план мирного регулирования, это план Зеленского. Понятное дело, что после этого последовал вот этот вот именно план, ответ, со стороны Китая. Какое дальше здесь может быть развитие? Ну, дальнейшее развитие – это все-таки именно дипломатическое, дальнейшие дипломатические переговоры, что достаточно сложно в нынешних условиях, учитывая то, что у нас даже нету посла в Китае. Уже длительное время нету посла в Китае. Разговоры, что назначат вскоре Павла Рябикина послом, они так и остаются пока еще разговорами, и, насколько я понимаю, агримат еще пока не получен. Но в то же время Си ведь напрямую Россию не поддержал. Да. То есть речь шла о том, что, если ты помнишь, он сказал, что грядут глобальные изменения, которых не было 100 лет. Но Илон Маск тоже говорил о том, что покажет, что мир существует в матрице. Обещал на пресс-конференцию привести инопланетян. Вот это были бы точно глобальные изменения, которые бы все увидели. О каких глобальных изменениях говорит Си сейчас, можно догадываться, понятно, в какой плоскости они лежат. И в то же время Китай, уже доказанный факт, шьет амуницию, поставляет дроны, возможно, передает что-то еще, но фактически это же не прямое участие в войне. Конечно, это не прямое участие в войне, тем более, что обычно в нынешних войнах целый ряд государств Украине не поставляют напрямую свое оружие. Условно говоря, там было сколько скандалов, когда Сербия, которая, казалось бы, там союзная по отношению к России, поставляла там свою военную продукцию, зная, что она придет в Украину, поставляла Турции, Турция продавала там тоже там Словакия, соответственно, поставляла в Украину. Точно так же и с Китаем. Есть Мьянма, через территорию которой осуществляется целый ряд операций, есть там страны Юго-Восточной Азии, поэтому не обязательно продавать напрямую что-то. Но ты уверен, что Си что-то может подмахнуть Путину с точки зрения оружия? Что? Вполне. Дело в том, что это может быть, это уже вопрос, а это уже вопрос к специалистам, какие виды оружия он может поставить. Но вопрос в том, что есть прямая заинтересованность у Китая в том, чтобы существовала Россия как некий ударный кулак, который будет триггером относительно Соединенных Штатов, который будет противостоять НАТО, Соединенным Штатам, в то время, когда Китай будет себе в стороне наращивать свою мощь. Согласно данным 19 и 20 партийных съездов, Китай к 2030-2035 году Народно-освободительная армия Китая должна
фактически сравниться в своей мощи с Соединенными Штатами. И поэтому сейчас пока триггером выступает Россия, Китай будет наращивать эти мышцы и, возможно, даже... Ну, то есть ты не исключаешь, или вот нельзя исключать вероятности передачи какого-нибудь старого металлолома абсолютно не исключаю в России абсолютно этого не исключаю, да, вполне возможно, да, так что... В любом случае, его же распознают. Конечно. Конечно, да, но в данной ситуации будет по документам все будет чисто. Мы продали там какому-нибудь условному государству Вануату, а как оно оказалось в России, это... Но прозвучало такое мнение, что Си фактически использует сейчас президента России как такого ликвидатора Российской Федерации, и он напрямую говорит о том, что я бы хотел, чтобы народ вас поддержал на следующих выборах, то есть такая непрямая или прямая поддержка. Нет, это не так, абсолютно не так. Это есть целый ряд там людей, которые там хотели бы это видеть, но на самом деле это не так, потому что Китаю нужна единая Россия, и нужна единая страна Россия, которая бы могла бы противостоять Соединенным Штатам, которая была бы союзным государством, которая была бы младшим партнером, которая была бы младшим акционером в этом вот многополярном мире. Но при этом Китай чудесно понимает, что распад России приведет к тому, что вместо одной антиамериканской страны получится там 8-10 проамериканских государств. Поэтому Китай будет делать все, чтобы Россия была единой и чтобы она дальше была антиамериканской. Сейчас очень много разговоров о контрнаступлении, очень много заявлений. Я бы даже сказал, что, наверное, перенасыщено информационное пространство этим. Там уже и Министерство обороны, и военные призывают, хватит об этом говорить. Как ты считаешь, что будет после контрнаступления? Тут вопрос, когда будет это контрнаступление, будет ли оно. Потому что если говорят о контрнаступлении, то значит оно точно не будет в те сроки, которые озвучиваются, точно не будет Сроков в тех местах. Да, Константин, именно, что уже если дело, смотреть, то конечно, оно может начаться каждый день с середины лета. Конечно. Поэтому я думаю, что контрнаступление, как обычно, начнется внезапно, не на тех направлениях, на которых ожидает противник. Потому что понятное дело, что если противник знает о сроках и направлениях контрнаступления, то это уже не контрнаступление, это мясорубка. Ну да, но вот из уст ряда экспертов звучит мнение, что американская сторона передает такие непрямые, скажем так, намеки, что вот все, что до конца лета отвоюете, все ваше, потом у нас начинаются выборы. Есть ли логика? Я слышал о том, что до конца весны все, что отвоюете, это май, июнь. Почему? Почему ставится этот Рубикон? Потому что на самом деле и Соединенные Штаты, как основной донор Украины на сегодняшний день, они тоже не являются безграничным государством, которое может безгранично вкладывать средства, технику, там, советников и прочее. Вот. Им нужен некий результат. Если нет результата, во-первых, отсутствие результата деморализирует армию. Вот. Армия может терять огромное количество жертв, нести огромное количество жертв, но при этом, если военные видят какие-то конкретные результаты. Вот. Если нет результатов, но при этом жертвы являются запредельными, то, понятное дело, падает боевой дух. И долго удерживать боевой, моральный дух армии в условиях, когда нет никаких продвижений, нет никаких успехов, будет крайне сложно. Ну вот, давай так. Контрнаступление успешно. Я думаю, что все в это верят, надеются и ждут. Так это же хороший, так сказать, повод для того, чтобы дальше поддерживать Украину. Это же хороший повод для американских избирателей сказать: смотрите, мы получили это благодаря нам. Это если, да. Байден же не случайно приехал сюда под звон колоколов и воздушные тревоги. Фактически многие восприняли, что так начинается предвыборная кампания. Есть старый анекдот. Коррида по-разному заканчивается. Ну, да. И поэтому военные тоже понимают, что и с одной стороны есть техника, живая сила и так далее. И с другой стороны есть. И понятное дело, что успех контрнаступления во многом зависит и от того, как будет вести себя та другая сторона. Кто кого переиграет на поле боя. Понятное дело, что это большие риски. И во многом все понимают также, что кроме больших рисков это и огромные потери. Огромные запредельные потери с обеих сторон. Да. И понятное дело, что на каком-то этапе будет осознание, что достичь поставленных целей ни одна, ни другая сторона не смогут в этой ситуации. Вот. Украина вряд ли сможет достичь этой цели, поставленной полностью отвоевать все границы до 1991 года. Вот. А Россия не сможет достичь цели отвоевать или завоевать территорию хотя бы всего Донбасса. Понятное дело, что на каком-то этапе придется садиться за стол переговоров.
переговоров. И тут уже вопрос, будут ли это переговоры между Россией и Украиной, или же это будут переговоры между Западом и Россией без участия Украины. И вот это именно, я считаю, главный и самый важный вопрос ближайшего времени. Нам не хотелось бы. Конечно же, не хотелось бы, но для этого необходимо действительно победить, хотя бы показать хоть какую-то победу, хоть какое-то продвижение, на что я очень надеюсь. Украина в НАТО. Насколько это реально и на каком этапе это возможно? Потому что, объясню свою мысль. Многие говорят, что сейчас, понятно, официальные лица, что нет. Мы подали заявку, все это на паузе, много вокруг этого всякой метушни, но результата нет. Многие эксперты говорят о том, что как только наступит какое-то затишье или наступит, условно говоря, пауза, то это может быть реально. Я общался с Хербстом, и мы общались как раз в момент, когда Вашингтон-Пост опросила около 20 близких к Белому дому экспертов, которые так или иначе влияют на внешнюю политику. Они склонны говорить о том, что лучше мы будем держать сильную украинскую армию, давайте ей деньги, давайте ей, но в НАТО она не будет. Вот ты к какому варианту склоняешься? Украина может быть членом НАТО либо в случае, если она победит, окончательно победит и выйдет на границы 91 года, либо же если Украина проиграет и согласится со своим проигрышем потери территории. Ну, то есть поражение России – это путь Украины в НАТО. Либо поражение России, либо победа России – это путь к НАТО. Я почему говорю так? Да. Я почему так говорю? И первый и второй вариант – это отсутствие, он ведет к тому, что будет отсутствие территориальных претензий друг к другу. Если Украина, условно говоря, я говорю про условное поражение, почему? Не дай бог, конечно. Но если мы теряем, если мы соглашаемся в ходе мирных переговоров, что эти территории отходят к России, мы на них не претендуем, то значит у нас нет территориальных претензий и нас можно принимать в НАТО. Это один из главных. Такой вариант когда-то предлагался в качестве разменной монеты, но, по-моему... Конечно, да, но это самый... Да. Я даю ему 0,01%. Так, все-таки до тех пор, пока Украина будет настаивать на том, что Крым, Донбасс являются нашими территориями, что мы их рано или поздно отвоюем, до тех пор о членстве в НАТО речи быть не может. Поскольку НАТО не принимает государства с нерешенными территориальными спорами, неразрешенными. Понятное дело, почему. Украина становится членом НАТО. Если завтра начинается новая война за некоторые территории, то, соответственно, остальные члены НАТО становятся заложниками этой войны. И поэтому действительно то, что говорят представители Соединенных Штатов, что да, Украина как очень близкий союзник, Украина как союзник вне НАТО, Украина, которой мы помогаем техникой, советниками, вооружением, всем прочим, но не Украина член НАТО. Это главный момент, который, скорее всего, в ближайшее время будет актуален. Понятно. Главный вопрос, который, наверное, сейчас интересует всех, когда закончится эта война, это интересует, это вопрос, на который, понятно, нет однозначного ответа, но, тут, знаешь, интересно обзоры и прогнозы западных аналитических центров. Они очень часто вот такие, причем это одних и тех же, просто с разницей во времени, в 2-3 недели. Я не знаю, на что делается расчет, может быть, на то, что короткая память у кого-то, но одни очень заявляют, я даже не буду называть, чтобы никого не обидеть, одни называют, что есть усталость от войны в России, что все скоро посыпется, эффект домино, и в то же время выходят прогнозы о том, что Путин может вести войну годами, потому что, да, у них нету сверхточных сейчас технологий, но клепать пушки, снаряды они могут бесконечно. Ты сторонник какой версии? Нет, я сторонник того, что все-таки война, как началась внезапно, она может также внезапно закончиться, поскольку она была нелогична с самого начала, она может точно так же нелогично закончиться. И на самом деле существует, с одной стороны, военная целесообразность, а с другой стороны, политическая целесообразность. Очень скоро основные стороны конфликта расходятся на электоральные циклы. В марте месяце выборы президента Российской Федерации, в ноябре следующего года выборы президента Соединенных Штатов. Понятное дело, что к этому моменту лучше уже плохой мир, чем хорошая война. И именно поэтому я и говорил, что не дай бог, чтобы решали свои вопросы Соединенные Штаты и Россия за спиной Украины.
Украины, чтобы не было так, как с Боснией и Герцеговиной, когда их лидеров пригласили на военную базу Дейтон и сказали, мы тут посовещались, решили, вам осталось только подписать. Ну, фактор внезапности это для, скажем так, для аудитории, а это фактор внезапности, это влияние военных, это влияние олигархов, которые, вот мы сейчас делаем материал на системе о том, что там больше половины из первой сотни миллиардеров, и они себя никак не идентифицируют уже с Россией, особенно сейчас идет эта метушня по переписыванию активов, кто повлияет на вот эту внезапность? Нет, эта внезапность пока что влияет лично... Нет, есть отдельная группа влияния сегодня в Кремле. Вот, это группа Ковальчуков и Кириенко, вот, которая, очевидно, будет, отталкиваясь от технологических задач следующего года, решать многие вопросы. Потому что ни военные не являются влиятельной силой, ни олигархи не являются. Потому что олигархи пока что чудесно понимают, что они влиятельной силой, которая может повлиять на Путина, не являются. А, например, устранение Путина или там другие планы, которые описывают некоторые там эксперты, вот, это путь к хаосу, в котором, скорее всего, победителей в России не будет. Так что, да, поэтому думаю, что по большому счету именно то, когда идти на переговоры и с чем выступать на переговорах, это будет как раз решаться кулуарно и людьми особо близкими к Путину. Я хочу только надеяться на одно, что успех нашего контрнаступления существенным образом повлияет на этот фактор внезапности, который прилетит на одно прекрасное утро или вечер. Кость Бондаренко, директор фонда «Украинская политика». Большое тебе спасибо. Друзья, это «Система». Подписывайтесь на канал, смотрите, комментируйте, пишите свои вопросы. Всего доброго. Пока.